Добрый день, Водолеи! Вы находитесь на канале Татьяна Мин, Астрологи и Тарот. И это Таро-прогноз, предсказания, гадания для знака зодиака Водолей на ноябрь 2022 года. Вы можете смотреть этот прогноз не только если у вас Солнце в знаке зодиака Водолей, но также Луна, асцендент, стеллиум планет в знаке зодиака Водолей. Итак, у меня в руках колода Таро карт Нефертари. Замечательная колода, которую я очень люблю. И сегодня мы посмотрим, что она скажет нам. Я беру 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и рассматривает все стороны жизни человека. Итак, что ждет всех водолеев в ноябре 2022 года? Первая карта. Шестерка пентаклей. Эта карта может говорить о том, что вы находитесь в ожидании каких-то решений, связанных с вашим партнером, супругом. Может быть, он готовится к чему-то, либо вы вместе к чему-то готовитесь, и вы находитесь в таком, приятном, можно сказать, ожидании. Может быть, ваш супруг или супруга поступает на новую работу, его как-то повышают в должности. Может быть, вы вместе начали какое-то дело, и вот вы уже готовы, чтобы пожинать какие-то первые плоды. Но будет ли это, сказать трудно. Сейчас мы будем еще другие карты открывать. Также эта карта вообще может означать того, что вы как бы ждете, когда вы с партнером перейдете на какой-то новый уровень в ваших отношениях, когда, может быть, ваш партнер предложит вам что-то еще в отношениях. Здесь нужно, наверное, дополнить будет эту карту, но все-таки карта неплохая. И вот десятка кубков выходит в секторе финансовом, да, это говорит о том, что вы будете тратить деньги на вашу семью, на какие-то семейные предприятия. Может быть, вы будете праздновать что-то, это могут быть и подарки, как вам лично, да, от каких-то ваших семейных родственников, довольно крупная статья расходов, или потому что у вас, например, появился ребенок, или что-то вам приходится такое менять в жизни, но деньги у вас будут, здесь карта очень благоприятная. Для кого-то может означать встречу с партнером, либо даже не встречу, а то, что ваш будущий партнер, либо настоящий даже партнер может начать больше зарабатывать. Вот так вот. Да, и по этой карте тоже даже можно об этом сказать, что, скорее всего, что ваш партнер-человек будет довольно обеспеченный, либо в ноябре ему представится какая-то возможность дополнительный доход получить, который, естественно, благоприятно скажется на вашей семье. Но мы сейчас еще будем открывать другие карты, посмотрим, что здесь может быть. Карта силы выходит в секторе, да, в социальном секторе общения, поездок. Но эта карта может говорить о том, что у вас будет очень хороший ментальный склад ума, что вы своими словами, своими мыслями будете управлять ситуацией. Может быть, здесь может быть все что угодно, потому что старший аркан сила – это благоприятная карта, причем такая мощная, да, и здесь вы можете как поехать куда-то в поездку, как приобрести автомобиль, любое транспортное средство. Причем, если вы, например, это о транспортном средстве речь, то здесь, конечно, может быть какое-то такое не дешевое, а такое очень серьезное транспортное средство. Может быть, вы наконец-то укротите автомобиль в том плане, что сядете за руль, задумаетесь, и как-то у вас появится возможность получить права, получить какие-то другие документы, разрешающие вам, например, какую-то писательскую деятельность, юридическую деятельность. Вы, может быть, получите диплом об очень серьезном образовании, либо поступите на работу, которая связана с такими серьезными структурами. Может быть, у вас поездка будет такая, где вы энергетически должны будете тратить много энергии, но и в то же время она будет заряжать вас энергией. То есть это положительная карта, положительного значения. Ну и переезд, конечно, активно, может быть и переезд. Мы сейчас еще откроем другие карты, посмотрим. Туз мечей. Туз мечей и в таком секторе, да, самом высоком секторе гороскопа может, конечно, означать о переменах. Как в вашем статусе, как в вашем месте жительства. Может быть, это что-то, ремонт какой-то,
кардинальный, грандиозный, может быть, это вынужденный переезд у кого-то, или просто решение о том, что вам нужно уже переехать. И вместе с картой сила, конечно, это может быть какие-то серьезные перемены в вашем статусе. Может быть, вы решаете уволиться с работы или, наоборот, поступить на какую-то работу. Если поступить на работу, то это, скорее всего, опять же, работа серьезного характера, может быть, в каких-то организациях, полиция, юридические какие-то там и так далее, инспекции какие-то, да, вот такие организации здесь могут быть. Ну, а если вы решите уволиться с работы и как-то поменять вашу жизнь, то это тоже события этому будут предшествовать довольно серьезные. Может быть, конечно, из-за вашего партнера тоже, да. Девятка жезлов не совсем благоприятная карта в секторе детей, творчества, да, бизнеса. Она может говорить о том, что вы волнуетесь за ваших детей, за их дальнейшее будущее, что вы стараетесь как-то оградить ваших детей от каких-то проблем, может быть, даже чересчур. Либо вы как-то отгородились от своих детей, и у вас с ними есть какие-то нерешенные вопросы. Может быть, вы на какой-то момент приостановили ваш бизнес, да, по каким-то причинам, либо вы, опять же, волнуетесь за то, как это будет дальше продвигаться, и стараетесь защитить со всех сторон ваш бизнес, вплоть до того, что вы решили даже закрыть какие-то, может быть, ваши филиалы или меньше общаться с какими-то людьми, партнерами. Вообще, эта карта, девятка жезлов, да, здесь в таком социальном секторе, может говорить о том, что вы можете сократить какое-то ваше публичное общение, да, но в то же время здесь у нас в тоже социальный сектор, вот это 3-9, выходила карта сила, и это может говорить о том, что вы будете общаться только с теми, с кем вам нужно общаться, либо вы будете как-то в общении с другими людьми в ноябре гнуть свою линию. Все общение будет у вас как-то с точки зрения силы, обороны, я не знаю, как это лучше выразить, но что-то здесь у вас заставит вас обороняться, скажем так. Может быть, это какое-то чрезмерное влияние, может быть, вы слишком много публиковали ранее что-то о себе в соцсетях, и сейчас у вас как-то вы поймете, что вам лучше закрыть какие-то там свои социальные страницы, сократить какое-то общение, может быть, какой-то друг, подруга поведет себя так, что вам придется защищаться от каких-то сплетен, какого-то чрезмерного общения, но силы у вас для этого будут, поэтому здесь, в общем-то, да. Ну и, конечно, эта карта может говорить о том, что есть какие-то вопросы, связанные с детьми. Пятерка жезлов, вот карта такой борьбы, да, как внутренней, так и внешней. Но она, конечно, говорит о том, что вы, возможно, ждете, и вот по этой карте тоже вы ждете каких-то нападок в вашу сторону, и поэтому обороняетесь. Может быть, вы подсознательно боитесь чего-то, что вернется прошлая ситуация. Либо вы сражаетесь сами с собой, как вам стоит вести себя с детьми, у кого-то стоит ли вам оставить ребенка. Может быть, есть какие-то ругаете себя за что-то, или просто у вас есть ссоры с детьми, может быть, вы не можете найти подход к вашему ребенку. А если это вообще с детьми не связано, то это может быть связано с вашими романтическими отношениями, в коллективе с друзьями, например. У вас часто возникают какие-то ссоры, или вы в душе не согласны с вашими друзьями, с обществом вообще, которое вас окружает. Вам кажется, что все не так, что вы бы поступили по-другому, и что вас окружают какие-то люди, которые вас не понимают. Но, с другой стороны, вы, может быть, и догадываетесь, что все плохими быть не могут, что есть какая-то у вас проблема, но все равно вы не можете с собой справиться, и вот это постоянно какая-то борьба и оборонение не дает вам покоя. Ну, по крайней мере, так может быть в ноябре. Я бы еще хотела добавить карту, еще одну карту выдвинуть на сектор партнерства, да, потому что хочется прояснить немного, что здесь имеется в виду. И у нас здесь выходит карта башня. Карта башня, причем она вышла перевернутая, но интересно. Вы как будто бы ждете каких-то благоприятных событий, вы много делали для того, чтобы ваши партнерские отношения построились, да, каким-то образом так, как вы хотели. Вы даже могли где-то льстить, где-то делать подарки, какие-то подношения своему партнеру для того, чтобы ваши отношения складывались.
Но по карте башня я вижу, что не все может удаваться так, как вы хотели бы, что-то здесь идет не так. И здесь еще у нас выходит жезловый туз. Здесь вообще на карте изображена вот эта птица, это бог, бог египетский, который изображался обычно так. Чем он знаменит, это тем, что он видит насквозь человека, да, и поэтому здесь у нас мечевый туз – это четкое понимание, что происходит, да, как бы человека нельзя обмануть, и ситуация не может быть прочитана двояко, да, понято двояко. И вот здесь такое впечатление, что в вашем статусе, в вашем отношении с партнером, либо каких-то вот таких моментов может наступить какая-то окончательная точка, либо что-то положит начало тому, что как раньше уже не может быть. Это может быть и связано с вашей карьерной деятельностью, так и с вашими отношениями. Я не думаю, что это может быть развод, может быть, это какие-то разногласия с вашим партнером, которые требуют чего-то, например, какой-то дополнительный брачный договор, какое-то дополнительное документальное подтверждение, не знаю, прописки совместного имущества, другие документы, да, которые связаны с вашим статусом. Это серьезные довольно-таки карты, да, которые могут здесь вносить перемены. Но, в принципе, наверное, опять же, неудивительно, потому что Водолей все-таки у нас сейчас в центре внимания из-за того, что затмения, которые октябрь-ноябрь происходят на небе, затмения, да, и они затрагивают самую главную ось жизни. 4-й, 10-й сектор – это недвижимость, главная цель в нашей жизни. И вот как раз у водолеев будут вопросы с этим связанные. Что-то здесь может поменяться. Как-то по-другому может у вас пойти жизнь вот с этого момента. Может быть, вы будете по-другому вести. Ой. Ой, простите, у меня в доме почему-то выключили свет. Свет – это как раз по вашей части Водолеи. Да, это Уран, планета электричества, электрических молний. И вот как раз был скачок напряжения. Так вот, о чем я говорила, что что-то по-другому может пойти в жизни у Водолеев с этой осени, да, вообще. Потому что затмения не проходят бесследно, тем более по таким важным домам. Итак, я хочу взять еще одну дополнительную карту из колоды Moonology. Что скажет нам эта колода для Водолеев в ноябре? Первая четверть Луны. Необходимо дополнить, что здесь имеется в виду, и новая Луна в знаке зодиака Телец. Ну, это хорошие карты, опять же, говорящие о том, что какой-то новый цикл может начинаться в вашей жизни, может быть, новые цели в вашей жизни появятся. И эти цели могут быть связаны с финансами и с отношениями тоже, да, потому что Телец – это какие-то хозяйственные вопросы, также вопросы работы, заработка. Но здесь мы видим, что в плане денег у вас карта неплохая, даже если, например, у вас и случится какой-то кризис в сфере карьеры и работы, то ваша семья или супруг, партнер, может быть, какая-то недвижимость ваших родителей всегда поддержит вас, потому что я не вижу здесь у вас проблем с заработком. Может быть, кто-то из водолеев вообще решит уволиться, и семья будет вашим местом работы, да, в связи с какими-то причинами. Вот. А также, да, карта Телец – это какой-то новый комфорт в вашей жизни, да. Я надеюсь, конечно, что это новое, лучшее, несмотря на то, что, да, затмения, возможно, не у всех проиграются в положительном ключе, и будут какие-то перемены дополнительные, да, возможно, вам придется с ними смириться. Перемены новые, чтобы они наступили и принесли в нашу жизнь благоприятные какие-то новые влияния, необходимо отказаться от чего-то старого. И вот здесь у нас как раз карта башни говорит о том, что, возможно, вам стоит отказаться от какого-то чрезмерного потакания в отношениях к вашему партнеру. Может быть, стоит
поставить какие-то ультиматумы, да, и сказать себе, что вы действительно хотите. Ну, а также, конечно, здесь у вас вопросы есть, связанные с внутренними переживаниями. Здесь мы видим пятерка жезлов. Это какая-то внутренняя борьба с собой и, возможно, даже с другими людьми. Так что я надеюсь, что для вас, водолеи, затмения пройдут как можно лучше, они принесут в вашу жизнь что-то новое. Не бойтесь отказываться от старого, от уже отжившего себя. Это необходимо, чтобы впустить в вашу жизнь что-то новое. Поэтому я желаю вам всего самого замечательного. Возьмите все самое лучшее с этого расклада. Вы можете даже написать в комментариях, что я принимаю все самое лучшее для себя отсюда. И я желаю вам удачного месяца ноября. До встречи на моих новых видео. Всем пока.